Шутеры от первого лица – жанр весьма занимательный. Он пользуется огромной популярностью, хотя чаще всего это всякие Battlefield с Call of Duty и их подобия, которые отличаются друг от друга лишь набором пушек и сеттингом. Играются они все одинаково. Забежал в укрытие, прицелился, выстрелил обратно за стенку. Большинство из них посвящено какой-либо войне, вымышленной или реальной, и практически всегда вам нужно просто стрелять в плохих русских, китайцев, арабов или немцев. Сюжетом это чаще всего объясняется тремя словами. Это плохие парни. И так работают многие игры в этом жанре. И да, в большей степени они нацелены на мультиплеер, а не на одиночное прохождение, потому этому режиму и уделяется не так много внимания. Поэтому я не очень люблю этот жанр. В основном там одинаковые игры с плоскими историями. Хотя иногда появляются приятные исключения. К примеру, Doom 2016 года и Eternal, Titanfall 2, серия Fear, которые хотя бы пытаются сделать что-то уникальное и интересное в рамках жанра. И недавно я открыл для себя еще одно из таких исключений – серию BioShock. О первой части и будет сегодняшнее видео. Про остальные две тоже расскажу, но позже. И начну я сразу с того, что в этой игре работает хуже всего, чтобы не так сильно испортить впечатление потом. Худшая часть BioShock — это, как ни странно, геймплей. Концепт у него весьма интересный, но вот реализация подкачала. Так как это шутер от первого лица, то стрельба здесь занимает значительную долю прохождения, ей вы занимаетесь большую часть игры. И она здесь плохая. Пушки не имеют абсолютно никакой отдачи, никакого импакта и ощущаются как картонные, даже несмотря на то, что это чуть ли не единственная игра на моей памяти, которая заставляет геймпад вибрировать при выстреле. Анимации оружия слишком резкие, быстрые и игрушечные, что и дает такой эффект. Звук делает все еще хуже. Сами по себе стволы звучат классно, но из-за того, что их звук, во-первых, существует только в правом канале, а слева его практически не слышно, а во-вторых, он слишком тихий, и адекватно его расслышать можно только когда вокруг тишина, создается примерно тот же самый эффект, как у шуточной пушки-перчатки из Dead Space 2, которая стреляла словами пиу-пиу и бах-бах. А именно, непонятно, что ты делаешь. Сложно понять, сколько патронов за очередь было выстрелено, не глядя на счетчик на экране, который, кстати, находится не в правом нижнем углу, как обычно, а в левом нижнем. Так что ощущение оружия в BioShock одно из худших, что я видел в видеоиграх. Но на этом проблемы не заканчиваются. Прицеливание тоже сломано, хотя даже не само прицеливание, а управление камерой в принципе. Вот это вот что такое? Мертвая зона просто гигантская, а ускорение камеры уже сразу просто огромное, ее невозможно повернуть медленно. Снижение чувствительности камеры делает ее до жути медленной, и с этим жить тоже очень сложно, потому что враги практически всегда двигаются достаточно быстро, и за ними уже не успеваешь. И это не моя проблема, у меня есть неплохой опыт стрельбы на геймпаде, как в шутерах от первого лица, так и в шутерах от третьего, но такого я еще не видел. Речь, кстати, идет само собой о ремастерах, в которых, судя по всему, остались косяки оригинальных версий. И сами враги — это просто магниты для пуль, которые тупо бегут на вас и почти не обращают внимания на то, стреляют в них или нет. В начале игры они хотя бы умирают быстро, а ближе к концу каждый мелкий гад забирает целую обойму. Утрирую, конечно, но суть такая. Более того, каждая перезарядка длится просто невыносимо долго. Серьезно, почти 5 секунд на то, чтобы сменить магазин в автомате. За это время вас более чем могут убить в некоторых ситуациях. И пропустить эту анимацию нельзя, даже если вы меняете оружие. Когда меняете его обратно, оно снова перезаряжается. И скорость перезарядки улучшить невозможно. Вообще никак. Совсем. И я молчу уже, что разброс пуль регулярно огромный, и из 10 патронов, дай бог, 3 попадут в цель. Ну хотя бы он не меняется в зависимости от движения и всегда одинаковый, как в новых Doom, что позволяет активно двигаться во время перестрелки, а это здорово прибавляет динамики каждому столкновению. И еще помимо огнестрела в игре есть так называемые плазмиды, специальные зелья, если их так можно назвать, которые дают персонажу дополнительные возможности стрелять из рук электричеством или огнем, замораживать кого-нибудь, даже телекинез есть. И все бы ничего, если бы не тот факт, что плазмиды не могут использоваться, когда у вас в руках ствол. Между ними нужно переключаться вручную, что занимает много времени, а враги все еще бегут в вашу сторону. И некоторые из них бегают очень быстро. А это в свою очередь приводит к тому, что вы получаете по морде за то, в чем не виноваты, что никогда не бывает приятно. Но здесь все же есть один приятный момент, и это битвы с большими папочками. Это самые злые и мощные противники в игре. Сами по себе они не атакуют, если только вы не нападете на них первыми. Но тогда будьте
будьте готовы схлопотать, потому что они очень сильные и могут убить вас очень быстро. Их два вида. Один любит ослеплять, постоянно бежит на вас и пользуется дэшем, пробивая вас своим буром, и от таких только успеваю уворачиваться. И есть второй, который ходит с гвоздометом и стреляет в вас, но он тоже представляет угрозу. И этих чуваков победить не так просто, особенно в начале игры. Они гораздо быстрее и опаснее, чем все остальные враги в игре, и каждая схватка с ними заставляет сердце биться быстрее, потому что только на одного папочку можно легко потратить весь свой боезапас и победить на последнем издыхании, ибо все аптечки у вас тоже кончились. Но в остальном, да, Bioshock — это шутер от первого лица, в котором все плохо со стрельбой. Но я все еще не закончил. С этими вещами еще хоть как-то можно совладать, но вот сложность — это все еще загадка для меня. Обычно я всегда прохожу игры на среднем уровне сложности без каких-либо проблем. Так игра не чрезмерно легкая, что вызывало бы отсутствие ощущения достижения и преодоления, и не слишком сложная, что заставляло бы умирать слишком часто и начинало бы этим злить и расстраивать. И Bioshock я, как обычно, начал проходить на средней сложности и не подозревая, что что-то может вдруг пойти не так. И поначалу все действительно было нормально, игра бросала небольшой вызов, что было приятно, но при этом не было ничего, что как-либо мешало бы прохождению или было слишком сложным, пока я не столкнулся с первым мини-боссом. У меня были с собой максимальные 9 аптечек и 9, назовем их так, перезарядок для плазмидов. Так вот, этот гад обладает какой-то сверхъестественной меткостью, и каждое попадание отнимает огромное количество здоровья. В итоге он убил меня 8 раз, у меня закончились все аптечки, все плазмиды, почти закончились патроны, так что добивать его пришлось уже в рукопашную. Благо, что после респауна сохраняется предыдущее состояние врагов, поэтому начинать битву сначала каждый раз не приходилось. Но все равно, с чего вдруг такой резкий и внезапный скачок сложности? Ничего вообще не предвещало этого. Ну ладно, думаю, пока проглочу, пойду дальше на нормальном играть. Хотя ресурсов у меня осталось очень мало, а денег для закупки тоже было немного. И через какое-то время я впервые столкнулся с большим папочкой. Они сопровождают младших сестренок, которые несут с собой Адам, вещество, которое нужно для того, чтобы приобретать улучшения, плазмиды, тоники и всякое подобное. Чтобы забрать Адам, надо убить папочку и уже затем получить вещество у девочки. И эти громилы очень живучие. У меня закончились вообще все патроны, а он все еще был жив-здоров. На этом моменте я уже решил, к черту, скидываю сложность на легкую и перезагружаю уровень сначала. И легче не стало. Ну, точнее стало, но уже слишком легко. Игра буквально проходит себя сама. Ресурсами вас просто заваливают, враги уничтожаются моментально, а чтобы умереть, я вообще не знаю, что надо сделать. И вот эта несбалансированность меня и озадачила. Средняя сложность то нормальная, то внезапно чрезмерно сложная, а легкая просто унизительно простая. В итоге мне все же пришлось проходить игру на легком уровне, потому что как-то все же хотелось дойти до конца, не потеряв половину своих нервных клеток. К концу она все же становится немножко сложнее, но она все равно слишком простая. Настолько, что финальный босс, который казалось бы прям босс, быстрый, сильный, убивается буквально за 1 минуту. И кроме смеха этот момент ничего не вызывает. Хотя второе мое прохождение, которое вы и видите на экране, уже целиком на средней сложности, и вроде это уже не настолько больно, как в первый раз. Спишем это на то, что сначала я просто не успел привыкнуть к местной стрельбе. Хотя ближе к концу средняя сложность все равно больше становится похожа на высокую, что не круто. Но забегая вперед, скажу, в Bioshock Infinite такой фигни не было, его я сразу на нормальном прошел без проблем, хотя именно с него я опрометчиво и начал, а не с первой части. Однако геймплей в Bioshock это не только перестрелки, есть и исследования. На каждой локации всегда есть разные потайные комнаты, проходы или что-нибудь еще, и там может храниться всякий интересный лут, который крайне желательно собирать, потому что без него жизнь станет заметно сложнее. Но кроме него есть и аудиожурналы, которые рассказывают о событиях, произошедших в городе Rapture или Восторг, если хотите, о людях, которые что-то пережили, о важных моментах лора, и их интересно послушать. А еще здесь есть прокачка персонажа, увеличение количества здоровья, новые плазмиды и генетические тоники. Последние это пассивные способности, вроде увеличения скорости передвижения, сниженных цен в торговых автоматах или упрощенный взлом всякой электроники. Все эти улучшения можно приобрести исключительно за Адам, а его можно получить только от младшей сестренки, которую сопровождает большой папочка. На каждом уровне их ограниченное количество, чаще всего их 3-4. В общем, надо грохнуть папочку, после чего либо освободить сестренку, либо вытащить из нее эту штуку силы, что даст вам больше Адама, но сестренка от этого умрет.
умрет. А то, как вы с ними обходились, влияет на то, какую из 3 концовок вы получите. На моем позорном прохождении на низкой сложности я выявил самую эффективную тактику для победы над папочками. Нужно просто достаточно далеко от них отойти, а потом жахнуть гранатометом. Пока он к вам бежит, еще 2-3 выстрела и он готов. На среднее это в принципе тоже работает, только гранат уходит больше. Хотя они относительно недорогие, особенно если взламывать торговые автоматы, так что никаких сложностей здесь нет. Единственная моя претензия к этому всему — взаимодействие с сестренками всегда одинаковые. Вы убиваете папочку, она начинает плакать, вы к ней подходите и выбираете один из 2 вариантов — спасти ее или убить. И для каждого из вариантов существует только одна анимация и одна озвучка, одна и та же реплика ребенка и одна и та же музыка. С учетом того, что на всю 80-часовую игру их около 20, пускай они все и опциональные, это начинает быстро надоедать. Ну так вот, мы получили Адам, после чего идем с ним в специальный магазин, в котором можно покупать улучшения. И здесь появляется еще один нюанс. Вы можете нести с собой ограниченное количество плазмидов и тоников. Сначала вам доступно по 2 слота для каждого вида, но можно открывать еще, тоже за Адам. Максимально доступно 6 плазмидов и 18 тоников из 3 категорий. Боевые, помогают в бою само собой, инженерные, упрощают взаимодействие с техникой, и физические, делают вас сильнее в какой-либо степени. Некоторые тоники и плазмиды можно просто найти, но большинство надо покупать. И здесь есть небольшой подвох. При покупке все товары смешаны в одну кучу и никак не разделены по категориям. Иногда, конечно, можно поделить их логически, и инженерные тоники видны сразу, но физические и боевые легко можно спутать. У меня это пару раз приводило к тому, что я заранее покупал слот для физического тоника, затем покупал сам тоник, а потом оказывалось, что он боевой, и это нигде не отражается. Его, конечно, можно сохранить в банке и применить позже, но я же его покупаю для того, чтобы использовать сейчас, потому и слот я покупаю заранее, потому что иначе предмет, который я не могу сейчас использовать, надо отправлять в банк, а потом до него еще идти, там его брать, не круто. Но да, здесь есть прокачка персонажа, и за исключением пары моментов она выполнена неплохо и достаточно логично. Но можно улучшать и оружие, для этого надо найти специальную станцию для апгрейда стволов, где можно выбрать одно бесплатное улучшение, после чего станция перестает работать навсегда, так что выбирать надо с умом. Для каждой пушки доступно по 2 улучшения, чаще всего это увеличение урона и снижение отдачи, может быть увеличение магазина. С учетом того, что огнестрельного оружия в игре 6 единиц, то всего доступно 12 апгрейдов и по всей игре разбросано 12 станций. Само оружие — это пистолет, автомат, дробовик, гранатомет, арбалет, метатель химических веществ, гаечный ключ для ближнего боя и исследовательская камера для... хз для чего. Ей можно делать фотки врагов и со временем получать какие-то бонусы, которые позволяют легче с ними расправляться, но что это за бонусы, нигде не обозначено, соответственно непонятно, ради чего именно вообще париться. Да и в бою как-то больше внимания хочется уделить, ну не знаю, своей жизни, к примеру, а не красивым фоточкам, так что про камеру забываешь сразу. Кроме нее и гаечного ключа, каждый вид оружия имеет по 3 вида амуниции, каждый из которых наиболее эффективен против разных видов неприятелей. К примеру, для автомата есть стандартные патроны, которые достаточно универсальны и сгодятся для большинства ситуаций, и они наиболее распространены. Есть противопехотные, которые позволяют быстрее разбираться с человекоподобными противниками, но они дороже и встречаются реже. И есть бронебойные, которые лучше всего подходят для турелей или больших папочек, но они самые редкие и купить их нельзя, только скрафтить. В отличие от плазмидов и тоников, все эти пушки вы можете нести с собой одновременно, никаких слотов покупать не надо. И да, здесь есть крафтинг. Эта механика вводится примерно в середине игры, и сделана она весьма просто. Вам нужно просто находить ресурсы, что в линейной игре без открытого мира достаточно несложно, а потом на специальном автомате можно что-нибудь из этих ресурсов собрать. Чаще всего это амуниция, но можно и пару тоников собрать, и одноразовые штуки вроде устройства для автоматического взлома. И если вы будете играть в Bioshock, я вас заклинаю, всегда собирайте автовзлом, потому что взлом устройств вручную — это... позор, в общем. Взлом представляет из себя простую, на первый взгляд, мини-игру, в которой вам нужно собрать трубу, чтобы жидкость по ней дошла до нужной точки. Но часто жидкость эта идет очень быстро, поле большое, а управление неудобное. Нельзя даже поворачивать детали трубы. Если вам нужен уголок, то нужно искать тот, что уже развернут в нужную сторону. В худшем случае вам придется раскрывать все поле целиком, чтобы найти нужный элемент, а это занимает много времени, и завалить таким образом взлом весьма просто. И длиться эта игра может достаточно долго. Если у вас все же получится взломать устройство, то хорошо, в торговом автомате это снизит цены,
турель станет стрелять не в вас, а в ваших врагов, а взламывать сейфы вообще очень желательно, потому что в них хранится много ресурсов. Но если взлом не удался, то произойдет одно из двух. Либо вас шарахнет током, и от этого у вас уйдет некоторое количество здоровья, либо же, если вы напоролись на неправильную плитку, сработает сигнализация, и вам в течение минуты придется отбиваться от охранных роботов, которые прилетают в вас пострелять. Так что взлом здесь ужасная вещь. Это долгая и нудная мини-игра, которая сильно ломает темп игры, потому что на время взлома весь мир вокруг замирает, а за неудачу она может жестоко наказать. Поэтому я при каждой возможности пользовался автохаком, или если он заканчивался, пропускал взлом за деньги, и вам советую то же самое. В целом это весь геймплей Bioshock. Вы бегаете, стреляете, может быть разбираетесь с большими папочками и младшими сестренками, что-то взламываете, собираете ресурсы, патроны, деньги и аптечки по сути, исследуете этот мир и идете по рельсам сюжета. В общем и целом играется достаточно бодро. Игра по большей части достаточно неплохо соблюдает темп и меняет обстановку. Где-то более спокойно, чтобы вы могли осмотреться и пошариться по локации, где-то вам нужно отстреливаться от кучи врагов, а где-то верх берет сюжет или какая-либо постановка, которая может даже не иметь никакого отношения к главной истории. Один из интересных примеров — это введение нового типа противника, который умеет телепортироваться. В этом месте идет заигрывание с пространством. Вот вроде перед вами кто-то быстро пробежал, и вам надо в ту же сторону, но впереди уже никого нет. А потом еще раз. И еще. Этим игра дает понять, что это не просто кто-то там решил приколоться разок, а что кто-то за вами как минимум следит, а может и скорее всего хочет вам навредить, и создает этим некий саспенс. И баланс всех этих элементов геймплея, исследования, боев и постановочных моментов выверен очень хорошо, они гармонично перетекают друг в друга, что делает прохождение динамичным и не дает заскучать. Однако здесь есть один нюанс, связанный с сюжетом, так что к нему я вернусь позже. На фоне средненького геймплея хочется рассказать о чем-то, что в игре действительно хорошо, и это атмосфера. Действие происходит в 1960 году в подводном городе Рапча, построенном выходцем из Российской империи, переехавшим в Америку. Отсюда идут классические элементы штатов середины 20 века. Плакаты, архитектура и оформление различных заведений в стиле ар-деко с его узорами, линиями и округлостями, соответствующие шрифты, как в мире игры, так и в интерфейсе, все это задает дух. Это красивый город, который задумывался как утопия. Но один из главных моментов здесь, который много где подчеркивается, это подводный город, построенный на самом дне Атлантического океана. И вот этот твист переворачивает все с ног на голову. При средней глубине почти в 4 километра свет до дна почти не доходит, и там весьма темно. А тот свет, который все же добирается до этого места, да и свет от самих зданий, вывесок и прожекторов, искажается водой и становится зеленоватым, что для человека неестественно. Мы на поверхности привыкли видеть белый, желтый и оранжевый свет, в зависимости от времени суток и погоды, но на глубине он всегда бледно-зеленый, что очень далеко от привычных нам за тысячи лет цветов, и это некомфортно. Весь город усеян огромными стеклянными окнами и потолками, через которые видно океан, что поначалу выглядит круто, но опять же это неестественная для человека среда обитания. Люди никогда не жили на дне океана, среди моллюсков, рифов и акул, и далеко не каждый человек сталкивался с этими вещами лично хотя бы раз в жизни. Сам город еще за год до событий игры погряз в конфликте и гражданской войне, поэтому повсюду разруха, кровь, монстры и безумцы, сломанное освещение, а главное разбитые потолки, через которые мощными струями льется вода. Это создает впечатление того, что город может скоро утонуть, что вообще не прибавляет оптимизма. В игре достаточное количество тесных комнат и коридоров, которые давят на вашу клаустрофобию, даже если у вас ее нет, и заставляют вас чувствовать себя некомфортно. Город в принципе практически целиком представляет из себя одно огромное помещение. Здесь нельзя выйти погулять на свежем воздухе, пройтись по улице, здесь нет деревьев. Кроме искусственного парка, в котором надо будет задержаться примерно в середине игры, но даже он весь огорожен стенами и выглядит неестественно. И даже контраст позитивных и красочных плакатов, классической джазовой музыки по радио и темных полуразрушенных помещений, наполненных безумцами, которые разговаривают сами с собой, заботятся лишь о новой дозе адама и атакуют вас без устали, также вселяет чувство тревоги. Большую часть игры вы одни, сами по себе, против огромного павшего города. С вами редко кто-то общается, и это очевидно дает ощущение одиночества, которое редко когда бывает приятным. Лично у меня на фоне всего этого вообще вьетнамские флешбеки с первой частью Dead Space
с которой я познакомился еще далекие 8 лет назад, но до сих пор так и не смог ни разу пройти ее до конца, просто потому что мне слишком страшно. И эти флешбеки хороший знак, потому что Bioshock хоть и не пытается быть хоррором, и в целом она не страшная, но вот именно то, какая в этих играх мощная атмосфера и насколько качественно она сделана, это вызывает сильные эмоции. Именно этот тревожный дух первой Bioshock меня и отталкивал так долго, и я познакомился с серией только сейчас. Я думал, что это страшная игра, поэтому не очень хотел в нее играть. Оказалось, не страшная, но очень некомфортная, хотя в паре мест она может вас немного припугнуть внезапно появившимся врагом. Работа со светом просто великолепная. Он может быть другом, подсказывая, куда нужно идти, а может быть врагом, пугая мимолетным раскрытием того, что вы в этом месте не одни. А может быть и не тем, и не другим, вроде бы освещая путь, но при этом как-то злобно и подозрительно помигивая. Хорошее качество теней круто помогает во всем этом. Старичок Unreal Engine 2 все еще готов показать, на что способен. Добавляет эффект минимальное присутствие саундтрека. Чаще всего музыку в игре можно услышать из какого-нибудь радио, которое кто-то забыл выключить, но именно саундтрек здесь звучит редко. Вы всегда в тишине, наедине со звуками обезумевшего разрушенного города, и лишь иногда в заданные постановочные моменты музыка все же начинает играть. И этот саундтрек авторства Гарри Шаймана просто прекрасный. В целом он достаточно незамысловатый, и многие композиции состоят в основном из главных партий на скрипке или фортепиано, но они такие пронзительные, где-то меланхоличные и настолько сочетаются с тем, что происходит вокруг, что диву даешься. Тема Сандера Коэна, главного «Я художник, я так вижу, всея восторга», просто мое почтение. Она простая, но при этом многое дает понять об этом персонаже. Звук в Bioshock вообще фантастический. Эмбиент из глухих звуков океана и скрипа уставших от давления воды стен, колонн и потолков давит на мозг и вселяет ощущение того, что вы находитесь в ненадежном помещении, которое вполне вероятно может скоро рухнуть. Повсюду из громкоговорителей раздаются звуковые сообщения, как ни в чем не бывало, рассказывающие о скидках на услуги или напоминающие о каких-либо бытовых вещах, вот только никому до этого уже нет дела. Большие папочки своим звуком вообще вызывают кучу эмоций. Когда видишь его впервые, его громкого и низкого рева начинаешь бояться, а мощные и тяжелые шаги этих созданий дают понять, что лучше с ними не связываться. Но когда со временем узнаешь их историю, в этих звуках становится слышно не то крик о помощи, не то просто боль того, кто сидит внутри этого водолазного костюма, и это звучит как своя отдельная трагедия. Но несколько пугающими они быть все равно не перестают. К звуковому сопровождению у меня есть лишь две придирки, одну из которых я уже озвучил, когда говорил про стрельбу. Среди экшона становится трудно расслышать собственную пушку. Вторая придирка — голоса врагов специально сделаны громче, чтобы их было лучше слышно издалека, и это в целом неплохо, но часто из-за этого же становится сложно понять, где именно находится недружелюбное создание. Кроме этого, звук здесь шикарный. Одна из самых сильных сторон игры — это сюжет. Хотя даже не столько игры, сколько вообще всей вселенной Bioshock, потому что все три основные части и дополнения к ним крепко цепляются друг за друга и существуют вместе. По хронологии событий вообще все идет примерно так. Сначала Infinite, потом Burial at Sea, дополнение к ней, затем первая часть Bioshock, а потом Bioshock 2 и DLC Minerva's Den. При всей необязательности последнего звена, это прекрасно прописанная вселенная с кучей интересных событий и деталей и во многом живущая в контрасте. Благие намерения, но трагический исход. Утопия, превратившаяся в кошмар. Идеология, возведенная в абсолют, породившая абсолютно противоположные себе вещи. И благодаря событиям Bioshock Infinite и ее дополнения, вся вселенная стала похожа на долбанный Inception Кристофера Нолана. И это неплохо. Поначалу может быть запутано, но когда разбираешься, немного выпадаешь в осадок. Но про Infinite будет отдельное видео, а пока вернемся к первой части. Кто боится спойлеров, перескакивайте этот сегмент видео, потому что рассказывать сейчас буду много всего. Спойлеры начинаются через 3, 2, 1.
Игра начинается с крушения самолета, в котором летел наш главный герой по имени Джек. Он упал в Атлантический океан, прямо рядом с каким-то странным маяком, который оказывается входом в подводный город. Во время спуска в воду на батисфере включается сообщение от основателя города Эндрю Райана, урожденного Андреем Раяновским, который рассказывает об идеологии города, о том, что здесь любой художник может творить, что захочет, что здесь никому не нужно бояться проблем, которые создает государство. Но когда транспорт доставляет Джека до вокзала, его встречает сплайсер, убивающий какого-то мужчину, а затем пытающийся напасть на него самого. Сплайсеры — это местные наркоманы, сильно подсевшие на Адам, потерявшие рассудок и претерпевшие физические изменения. Сразу же по радио, установленному в батисфере, с нами связывается некий Атлас, который хочет, чтобы Джек остался в живых. Он сопровождает главного героя и рассказывает, что и как здесь устроено. Произошла гражданская война, люди пристрастились к Адаму, и город уже вряд ли можно спасти. Также он говорит, что не так далеко находятся его жена и сын, но он не может до них добраться, поэтому начинает чуть ли не умолять, чтобы Джек нашел их, и тогда они могли бы сбежать из города. Поскольку главный персонаж немой, хотя в игре есть прямые подтверждения тому, что он вообще-то умеет говорить, он сразу берется за это задание. Путь ведет его через элитный ресторан «Кашмир», который выглядит как после бомбежки. Собственно, она здесь и произошла, в самый канун нового 1959 года. Игра, напоминаю, происходит в 1960-м. Кто-то устроил взрыв, с которого и началось стремительное падение города Восторг. Вскоре Райан узнает, что в городе появился новенький и думает, что это шпион из ФБР, КГБ или какой-либо еще организации с поверхности, и отправляет своих уже не людей на него. Атлас говорит, что единственный способ выжить сейчас — это использовать плазмиды, Адам и все эти генетические модификации, потому что без них все вокруг сильнее. И он настаивает на том, чтобы убивать младших сестренок ради Адама, но вместе с этим случайно объявившийся доктор Тененбаум просит спасать их и дает средства для этого, обещая, что это принесет свои плоды в будущем. Тененбаум оказывается ученой, которая и нашла однажды Адам в одном моллюске, и это вещество стало основой для плазмидов. Однако сами по себе моллюски не могли обеспечить им весь город, и со временем стало ясно, что если внедрить их в организм человека, то в итоге можно получать в 20-30 раз больше Адама, а единственными подходящими людьми оказались маленькие девочки. Из этих девочек впоследствии стали делать маленьких сестричек, которые собирали вещество, и поэтому удаление моллюска убивает их. А поскольку его потребители подсаживались очень быстро и натурально становились наркоманами, перед новой дозой их не останавливало ничто, поэтому они начали охотиться на девочек. Для их защиты и были созданы большие папочки. Они сопровождают их и в случае опасности нападают на того, кто представляет угрозу. С этими знаниями мы идем дальше, двигаясь все ближе к родным Атласа, пробираясь через толпы сплайсеров разных видов, узнавая историю этого места и выслушивая обвинения во всем, чем только можно, от Райана. Из истории еще важно знать, что исследование Бриджит Тененбаум согласился финансировать один лишь Фрэнк Фонтейн, преступник, который разбогател на контрабанде. Он продавал на черном рынке разные товары с поверхности, хотя контакт с ней был запрещен. Он увидел в находке Бриджит финансовый потенциал и основал компанию Fontaine Futuristics и нанял туда Тененбаум и еще одного ученого родом из Кореи, Иису Чонга. Они создавали новые плазмиды и тоники и работали над воплощением идей сестренок и папочек. По просьбе ученых Фонтейн создал приемный дом для сестричек, куда родители могли добровольно сдавать своих дочерей, если, к примеру, не могли позволить ребенка. Хотя истинная цель сбора детей никому само собой не раскрывалась. Позже он создал и дом для бедных, в котором настраивал малоимущих против Райана. Этими организациями он построил себе сильный образ доброго человека, помогающего простым людям, хотя за кулисами он делал все ради своей выгоды. Райан сначала относился к его начинаниям позитивно, но выяснив, чем Фонтейн занимался всю свою жизнь, стал с ним бороться, прибегая ко все более жестоким методам, которые все чаще противоречили его собственной философии. И в итоге в 1958 году Фрэнк и его сообщники были убиты людьми Райана в перестрелке. Возвращаемся к основному сюжету. Атлас говорит, что его жена с ребенком спрятались в одной батисфере и направляет Джека туда, говоря, что сам он тоже в пути. Когда они добираются до нужного места, Райан снова выходит на связь и говорит, что Атлас здесь плохой парень и не надо его слушать. Хотя Джек все равно остается на стороне Атласа, и поэтому Райан уничтожает субмарину. Атлас остается этим шокирован и начинает обвинять Райана в том, что он убил его семью. Джеку он предлагает отомстить и убить Райана. Спустя какое-то время Джек добирается до офиса главного человека в городе, и они оба узнают правду друг о друге. Оказывается, Джек был рожден в Восторге в 1956 году, а его отцом является сам Эндрю Райан. И он был незаконно рожденным ребенком, получившимся в результате романа Райана со стриптизершей. Маленького Джека купил Фонтейн и отдал его в лабораторию Иису Чонгу, который генетически модифицировал ребенка так, чтобы он очень быстро развивался. Помимо этого, он был
запрограммирован повиноваться просьбам и приказам, произнесенным вместе с фразой «будь так добр». В начале гражданской войны он был отправлен на поверхность, а после Фонтейн прислал ему приказ сесть на самолет и отправил вместе с этим револьвер. С ним Джек пошел в кабину пилота самолета и взял управление на себя, чтобы разбить самолет у маяка и вернуться в город. И на протяжении всего времени, что Джек находился здесь, Атлас постоянно говорил ему: «Будь так добр, сделай это». Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit. Would you kindly? После этого Райан приказывает Джеку убить себя, а Атлас в итоге раскрывает, что он и есть Фрэнк Фонтейн, и он подстроил свою смерть, чтобы сбить Райана со следа, спланировать нападение, то самое в ресторане, и захватить город. После чего он пытается убить Джека с помощью городских устройств безопасности, но тот сбегает через вентиляцию, в которую ему указывают идти излеченные сестренки. Но труба не выдерживает, он падает и теряет сознание. Приходит в себя он уже в подпольном убежище Тененбаум, которая спасла уже многих сестренок и уже успела немного поколдовать над Джеком, сделав его невосприимчивым к кодовой фразе «будь так добр». Но Фонтейн по-прежнему имеет над ним власть и, связавшись с ним, произносит фразу «код желтый», которая начинает со временем замедлять сердцебиение Джека, вплоть до полной остановки. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. С помощью Тененбаум он находит вещество, произведенное с ученгом, которое останавливает этот процесс и полностью освобождается от влияния Фонтейна. В итоге Фрэнк очень сильно накачивается Адамом и сбегает, а чтобы найти его, нужно привлечь сестренку, у них на эту штуку чутье. Поэтому Джек прикидывается большим папочкой и, сопровождая девочку, находит Фонтейна. Он уже превратился в какого-то сверхразума, и это финальный босс. После победы над ним на него набрасываются несколько сестренок, чтобы выкачать из него весь Адам, что окончательно его убивает. И отсюда идет одна из трех концовок. Хорошая, если в игре были спасены все девочки. Джек выбирается из города с несколькими сестричками и живет с ними на поверхности, выращивая их, переживая лучшие моменты их жизни, а затем умирая от старости. Плохая, если все девочки были убиты. Джек забирает весь Адам от сестренок себе и берет контроль над городом, а затем запускает сплайсеров к месту крушения самолета, и они убивают всех выживших, а последний кадр показывает готовую к запуску ядерную боеголовку. Третья концовка, если убита часть девочек, идентично плохой, только закадровый голос Тененбаум не полон презрения, а более сочувствующий. В принципе все, на этом заканчивается основной сюжет первой части BioShock. И это крутой сюжет, который работает на многих уровнях. Само собой, я рассказал его в самых общих чертах, потому что если рассказывать все детали, видео будет идти часа 3 как минимум. Ну и конечно же, именно в деталях самый сок и кроется, так что самостоятельное прохождение настоятельно рекомендуется. Вообще, это единственная на моей памяти игра, за исключением BioShock 2, которая действительно правильно обращается с немым протагонистом. И в принципе, одна из очень немногих, которая действительно не может существовать в другой форме повествования. Она не сработает как шутер от третьего лица, не сработает как фильм или как книга. Она работает только как игра от первого лица с немым главным героем. Кстати, про спойлеры я немного наврал. Они сейчас продолжатся, но они уже не такие большие. Тем не менее, если вы настроены пройти игру, лучше пропустить этот момент. В общем, суть здесь заключается в главном сюжетном твисте и том, как игра к нему подводит. Твист в том, что главный герой Джек лишь пешка, которой управляет кто-то, кто стоит выше. Он беспрекословно подчиняется приказам. Всю игру главный напарник подружески просит
вас ему помогать, и вы выполняете его просьбы. Идете туда, куда он скажет, и делаете то, что он попросит. Поскольку от Джека в игре лишь 2 руки до ствол, то Атлас общается как будто напрямую с вами, и вот здесь пешкой становитесь уже вы. Он втирается в доверие и к Джеку, и к вам, потому что у протагониста нет выделенных черт характера, он не выражает своего мнения по поводу происходящего и так далее. В случае Bioshock это делает связь с этим миром сильнее, потому что главный герой не вмешивается, не перебивает никого, не мешает вам ставить себя на его место и погружаться в этот мир. Если проходить игру внимательно и обращать внимание на мелкие детали, то можно заметить некоторые подозрительные вещи, которые заставят вас сомневаться в правильности своих и Джека действий. Но какой у вас есть выбор? Вот именно. Поэтому этот твист, который сам по себе весьма не банальный и интересный, работает еще сильнее. А если тщательно исследовать мир и находить аудиологи, то за ним будет еще больше контекста, еще больше действий разных людей, еще больше деталей, и все это делает его еще более мощным. Именно из-за этого твиста такое повествование от первого лица и с молчуном в главной роли и работает. Игра всю дорогу медленно и незаметно подводит к этому моменту, хотя некоторые тонкие детали она прямо вам в лицо пихает, но при этом на них сначала не обращаешь внимания. И в любом другом случае твист не дал бы такого эффекта. Вид от первого лица действительно оправдан, потому что так вы лучшим образом связываетесь с главным героем. Его немногословность действительно оправдана, потому что так в этой связи становится меньше его и больше вас. Главный вопрос, который задает игра: выбираешь ли ты как человек или повинуешься как раб? И этот вопрос адресуется одновременно и протагонисту, и игроку. Вас обоих заставили пройти по заданному пути, и выбора никто не давал. Хотя в то же время спасение младших сестренок. 2 разных человека высказали свои мнения насчет того, что с ними надо делать, но никто из них не приказывал Джеку или игроку поступать определенным образом. Здесь мы выбираем уже самостоятельно, и этот выбор все же влияет на то, чем все закончится и какой отпечаток это оставит на главном герое. Пускай и концовки весьма утрированы, хорошая, ну очень ванильная, а плохая как-то слишком необоснованная, жестокая, но главное передана суть, а игроку пища для размышлений. А ведь это только одна первая часть, кроме нее еще целых 2 и 2 дополнения, которые расширяют все это еще сильнее. То, насколько хорошо лор, сам сюжет и вид повествования работают в тандеме, действительно впечатляет, и в этом смысле Bioshock вне конкуренции, в своем жанре уж точно. Этому всему помогает великолепная озвучка. Актеры отлично передают все нюансы своих персонажей и создают шикарные образы, в которые веришь моментально. Повествование с помощью окружения одно из самых мощных, что я видел в видеоиграх. Многие локации просто своим видом рассказывают о тех жутких событиях, что происходили в этом городе. Даже вещи, не относящиеся к основной сюжетной линии, прописаны фантастически, и благодаря этому мир Bioshock такой убедительный и настолько в себя втягивает. Даже несмотря на один косяк, про который я обещал рассказать ранее. Заключается он в том, что после того, как настоящий главный злодей раскрывает себя, повествование резко ломается. Вся игра до этого момента относительно неторопливая, что позволяет вбирать в себя эту атмосферу, переваривать детали вселенной и так далее. Но после она внезапно сильно ускоряется, и вы просто стреляете, 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 и так до конца, и это выматывает. Это примерно последняя четверть игры, которая при всем при этом тоже пытается о чем-то рассказать. Но из-за того, что ключевых событий меньше, а случаются они гораздо чаще, появляется ощущение какой-то скомканности и недосказанности, хотя на самом деле вроде все игра рассказывает, все хорошо. Но все начинает происходить слишком быстро, что не соответствует всему остальному нарративу. И сам злодей превращается в обычного чувака, который просто хочет вас убить. У него пропадает изюминка. Так что за это, конечно, стоило бы поставить минус, но я не хочу. И я не буду, потому что в общем и целом это впечатление не портит. И у нас остается техническая часть. Изначально игра вышла в 2007 году на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. В 2016 появился ремастер всех 3 частей для новых консолей, а в конце мая 2020 этот же ремастер вышел на Nintendo Switch, и в тот же день обновились версии для PS4 и Xbox One. Первые 2 части, как и в далеком 2007, который с каждым днем хочется вернуть все больше, работают на все том же Unreal Engine 2. И хотя четко видно, что игры не новые, выглядят они все равно неплохо. Освещение прекрасное, модели детализированные, эффекты хорошие, хотя одновременно с этим текстуры временами не самого высокого качества, тени иногда отображаются странно, а фильтрация текстур будто бы вообще отсутствует. Но все это не особо влияет на впечатление от игры, которая тем более вышла 13 лет назад. Все еще удивляюсь, что так долго не мог до нее добраться. В целом она выглядит не сильно лучше оригинальной версии, так что это скорее просто адаптированная версия для текущего поколения консолей. На моей базовой PS4 игра идет в уверенных 1080p при 60
60 кадрах в секунду и просадок практически не встречается. Хотя мои вкусы очень специфичные, я бы предпочел видеть 30 кадров, а не 60. Но это лично я. Что куда интереснее, после того майского обновления, вышедшего вместе с версией для Switch, в игре появилась привязка к аккаунту 2K. У меня игра была еще до этого, и судя по всему, поэтому она и не настаивает на том, чтобы я вошел в аккаунт. Но теперь при каждом запуске она соединяется с серверами, там и так целая минута непропускаемых заставок, теперь еще и это. И в меню стала маячить кнопка входа. Управление также не самое удобное. Прыжок какого-то лешего назначен на треугольник, кто больше по Xbox подобным геймпадам, это Y. Хотя в любой другой игре это крестик, а на Xbox. И изменить это нельзя. Про огромную мертвую зону на правом стике и гигантское ускорение камеры я уже говорил. Не в курсе, было ли так в оригинальных версиях на старых консолях, но есть ощущение, что да. Также в ремастер не завезли нормальное автосохранение. Игра сохраняется автоматически только в начале уровня, а дальше вы должны через меню паузы сохраняться вручную. Привыкнуть можно, но это все равно не очень удобно. И есть еще один веселый момент в титрах. Звук ужасного качества. Такое ощущение, что это MP3-шка каким-то колхозным образом переделанная из моно в стерео и пережатая в 64 килобита в секунду. Но это вообще смешно видеть в 2020 году. Так что в плане технического исполнения эта версия в целом нормальная, но не больше. Но есть одна проблема, которая большинству покажется куда более критичной, и это отсутствие русского языка. Вообще, в любом виде, даже текста, во всех 3 играх. Лично мне, конечно, без разницы, потому что я с английским более-менее дружу, но есть люди, которые с языками не очень, поэтому им тут будет тяжко. Причем в Steam сохранились оригинальные версии Bioshock и Bioshock 2, которые не ремастеры, но локализации нет и там. Поэтому перед тем, как покупать игру, убедитесь, что знаете английский на достаточном уровне, иначе лучше уже и не трогать ее. В итоге, Bioshock — это шутер от первого лица, в котором есть куча проблем со стрельбой, в котором есть много мелких геймплейных шероховатостей, которые делают весь процесс не таким приятным, как хотелось бы, и постарела игра не лучшим образом. Она вышла 13 лет назад, и это ощущается, особенно на первом прохождении. Но суть здесь не в геймплее, тем более, что он не так уж и плох, к нему просто надо привыкнуть. Суть здесь во всем остальном, в сюжете, в атмосфере, в лоре и вот этих вещах. То, как игра себя подает, все еще впечатляет. Именно за эти вещи ее и любят, и за это она стала одной из самых высокооцененных видеоигр за все время. И с этим она все еще справляется лучше подавляющего большинства игр в жанре шутера от первого лица. Именно благодаря своей истории, сеттингу, вниманию к деталям во всех аспектах, опять же кроме стрельбы, она стала одной из первых игр, которые действительно не стыдно назвать искусством, и удостоилась звания современной классики, и ее до сих пор вспоминают добрым словом. И есть за что. Да, у нее есть куча косяков, но при этом вся игра действительно сделана с душой, и за ее сильные стороны ей прощаешь все. Это единственная в своем роде игра, и чего-то даже близко настолько же интересного до сих пор немного вышло. Уж в этом жанре точно. И поэтому я рекомендую ее к прохождению вообще всем, если вы только знаете английский. А если не знаете, то бегом учить и играть в Bioshock. Язык и в жизни пригодится тоже. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, и если это так, будьте так добры, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. Это очень поможет развитию канала. Скоро выйдет разбор Bioshock 2 и DLC Minerva's Den, и чтобы не пропустить это, подпишитесь на канал и ударьте в колокольчик. На этом у меня все. До скорого.